Но он переезжает в новый город, где у него появляются две странные сводные сестры-демоницы, на которых охотятся герои, и единственный способ, которым он может им помочь – это хлопать в ладоши. Все началось однажды утром, когда Басара с отцом Джимином пришли в закусочную, и Джимин рассказал, что у Басары теперь есть младшая сестренка, которая скоро придет в закусочную, потому что хочет с ним познакомиться. Басара был так взволнован, что чуть не подпрыгивал на стуле каждый раз, когда кто-то заходил в закусочную, поэтому он решил пойти в туалет и размять руки, чтобы успокоиться. Когда Басара открыл дверь в туалет, он был потрясен, увидев там сексуальную рыжеволосую девушку по имени Мио в соблазнительной позе. Он попытался отвести взгляд, но не смог справиться со своим инстинктом, поэтому украдкой посмотрел на нее и заметил на стене табличку, которую раньше не видел, с надписью, что посетителям нужно стучать, прежде чем войти, потому что замок сломан. Мио уже собиралась закричать изо всех сил, но Басара закрыл ей рот рукой и объяснил, что это была случайность. Когда он убрал руку, она успокоилась, и это его обрадовало, но потом она попыталась прочистить ему мозги, потому что он вел себя слишком культурно для нее. К счастью, их прервал Джин, который пришел с сестрой Мио по имени Мария, и Мио сразу поняла, что неудачник, которого она собиралась поставить на место, был сыном Джина. Позже, когда они сидели за столом в Бессаре, кто-то спросил о матери Марии и Мио, и Джин рассказал, что она уехала по делам за границу. На следующее утро Бессара проснулся и понял, что его фантазии стали реальностью, когда первое, что он увидел, было то, как Мио приветствовала его, сидя на нем. Он упал на нее, и она ударила его там, где не светит солнце, и пригрозила убить его, если он еще раз попытается приставать к ней. После ее ухода Бессара вспомнил разговор с Джином, в котором старик сказал, что на девочек напали какие-то странные люди, и им пришлось жить без мамы, чтобы заставить Бессару защищать их. Бессара спустился в гостиную, где его встретила Мария. Но он тут же пролил молоко, когда увидел, во что она была одета. Позже Джин сделал семейное фото, и Бессара понял, что ему все еще трудно принять, что они семья не такая, как все. На следующий день, когда Бессара и Мио ходили по магазинам, он оставил ее, чтобы сходить за велосипедом, но когда вернулся, увидел, что ее преследуют какие-то подонки на улице. Бессара разозлился, когда попытался прогнать их, но вместо этого сбил одного из них велосипедным колесом и устроил переполох, который позволил ему и Мио сбежать. В тот вечер Бессара был ошарашен, когда Джин внезапно решил уехать в Дубай из-за своей работы фрилансером. И хотя казалось, что он собирается купить молоко, старик отмахнулся от этого и велел Бассару самому обуться и присмотреть за девочками. После того, как Джин уехал, Бассар заметил, что свет в доме погас, и, решив, что настало время для общения с Алабамой, он зашел в гостиную. Но Мария внезапно прижала его к стене с помощью магии ветра и велела немедленно покинуть дом. Бассар был ошарашен происходящей драмой в стиле Гарри Поттера, и Мария объяснила ему, что магии и другие существа из другого мира существуют, и что Мио – будущий повелитель демонов. Она также рассказала, что их враги называются кланом богов или героев, и что они придумали историю о том, что Джин снова женился. И изменили его воспоминания, чтобы использовать дом Бессары в качестве базы. Мария решила использовать свою магию, чтобы изменить воспоминания Бессары, чтобы он спрыгнул со скалы, но когда она попыталась, Бессара не послушался ее и не ушел. Тогда Бессара в мгновение ока подлетел к нему и призвал меч, которым отразил магическую атаку Марии, прежде чем сказать, что он из клана героев. Девочки были в шоке, потому что думали, что клан героев живет в своей скрытой деревне, но это не помешало Бессаре напасть на них, но он остановился в последний момент, после чего деактивировал свой меч и приказал им покинуть его дом. Позже той же ночью правая рука Пикоры дрожала, когда он вспоминал травмирующие события из своего детства, связанные с демонами, но он был рад, что больше не владеет опасной техникой. Затем он позвонил отцу и рассказал ему о самозванцах. Однако Джин сказал, что он только притворялся, что девушки его обманули, чтобы он мог их проверить. Он объяснил, что Мио – единственная дочь повелителя демонов Уилберта, который закончил войну между демонами и героями. Другие демоны, любившие войну, разозлились, поэтому он отправил Мио в мир людей, где она жила до того, как год назад ее разлюбили. В это время Мио и Мария были в любимом месте Бессары в городе и обсуждали свои планы переезда, когда на них напал странный демон. Тем временем Джин рассказал Бессаре, что решил забрать Мио, потому что нынешний повелитель демонов, который занял его место после смерти отца, хотел получить силу, унаследованную Мио. Хотя она еще не пробудилась полностью, поэтому он послал за ней своих людей. Поняв, что ему нужно сделать, юный герой помчался на помощь Мио и Марии,
а демоница и ее подруга убили нескольких демонов, которые на них напали. К сожалению, битва не закончилась, потому что появился теневой демон и сбросил Мио со скалы, из-за чего она испугалась за свою жизнь. Но прежде чем она успела вернуться, чтобы помочь Бессаре, появился Пикачу и спас ее. Одним взмахом меча Бессара убил демона, после чего предложил девушкам пойти с ним домой, показав им семейное фото, которое они сделали, и дав понять, что теперь они для него семья. На следующее утро Бессо приготовил Марии напиток, и она спросила, почему он решил помочь им, несмотря на их попытки обмануть его. Он ответил, что Джин рассказал ему об их ситуации. Бессо сказал, что хотел защитить их, потому что знал, что Мия невиновна, и Мария спросила о деревне героев. Он объяснил, что они с Джином не были близки с жителями деревни и жили как обычные люди. Мия вышла из ванной после освежающего душа, но ее все еще преследовали события прошлой ночи, потому что она считала себя жалкой слабачкой, которая нуждалась в спасении, хотя Мария учила ее магию уже полгода. Басара прервал ее, когда подошел к двери, и извинился за то, что вырубился раньше, но она упала в обморок, не успев ответить, и Басара бросился к ней на помощь. Когда она пришла в себя, Мио сказала, что чувствует себя виноватой за то, что пыталась обмануть их, но Басара оказался большим подхалимом, чем она ожидала, и похвалил ее за то, что она спасла его от всей этой демонической драмы, изменив его воспоминания, и даже пообещал защищать ее, погладив по голове. В этот момент Мария вошла и немного подразнила их, а потом похвалила Басару за его удивительные способности героя, но Бро сказал, что это была случайность, и ушел. В тот вечер Мио думала о словах Бессары, разглядывая старую семейную фотографию. И это вызвало у нее болезненные воспоминания о том, как ее родителей зажарили на гриле, от чего она расстроилась. Пришла Мария и показала ей распечатанную фотографию их семьи, которую Бессара сделала для них, прежде чем убедить Мио поверить в обещания джиннов и Бессары. Затем она придумала безумную идею, которая заключалась в том, что Басар и Мио заключат договор о том, что Басар будет служить Мио, и это ошеломило Басара. И она объяснила, что это поможет ему заботиться о Мио, потому что хозяева могут чувствовать своих слуг в любой момент. Асура все еще спорил как глупый идиот, говоря, что он может отследить ее по GPS. Но Мария накричала на него и сказала, что магия для этого договора может быть использована только в ночь полнолуния, как сейчас, и что им нужно действовать быстро. Когда он спросил мнение Мио по этому поводу, она сказала, что не против, потому что это поможет им узнать, где они находятся, и Мария предложила помочь Мио, потому что это был ее первый ритуал с использованием магии. Мария объяснила, что ритуал завершится, когда Бессара поцелует магический круг, который появится на руке Мио. Но когда они начали, магический круг неожиданно появился на руке Бессары, и все запаниковали. Мио сходила с ума от мысли, что ей придется поцеловать руку Бессары и стать его рабыней, и игнорировала просьбы Марии поторопиться, пока магический круг на руке Бессары не исчез. Внезапно вокруг шеи Мио появился красный магический круг, и она сошла с ума, когда Бессара слегка коснулся ее плеча. Мария объяснила, что это было из-за проклятия, которое сработало из-за того, что Мио отказалась поцеловать его руку. Мария призналась, что она суккуб, и это объясняло, почему Мио сейчас в таком затруднительном положении. Когда Мио умоляла их спасти ее, Мария сказала, что единственный способ сделать это – заставить Бессару подчиниться ему. Бессара, как типичный жалкий девственник, колебался, но Мария, развратная особа, сказала, что ему нужно это сделать, чтобы прекратить страдания Мио. Поэтому он пошел дальше и воссоздал одну из классических сцен, которую видел на странице 300 в учебнике вместе с Мио. Когда они закончили, Мио была измотана, а Висаса чувствовала себя изнасилованной. Мария вытерла любовную смазку, которую она пролила на пол, и объяснила, что не рассказала Бессаре о проклятии раньше, потому что боялась, что он откажется. Он простил ее, когда она извинилась, но Мио восстановила силы и потащила Марию за волосы в отдельную комнату, чтобы преподать ей урок. На следующий день Мария проводила Басару и Мио в школу, рассказав им о своем поддельном удостоверении, которое позволяло ей делать все, что она захочет, пока они были на уроках. В школе Мэю спросила Басару, почему он перевелся в ее школу, и он объяснил, что его отец знал кого-то в школе и хотел, чтобы он учился там. Они договорились держаться друг от друга подальше, чтобы не вызывать подозрения у остальных учеников. Бессара вспомнил, как Мария объяснила, как действует проклятие Мио. Позже Бессара познакомился со своим новым классным руководителем по имени Мамору и представился одноклассникам как обычный парень. Мамору попросил старосту класса по имени Юки присмотреть за ним. Когда прозвенел звонок, Мамору приказал всем построиться в коридоре, но Юки внезапно обняла Бессару,
и он вспомнил, что они были друзьями детства. Однако ревнивая Мио тут же их разняла. Юки и Мио начали ссориться из-за Бессары, и Мио призналась, что живет с ним. Это сделало Бессару врагом номер один среди мальчиков в классе. Даже Мио злилась на него, потому что ее все еще раздражала его близость с Юки, но в конце концов он встретил парня, который не считал его вонючим мусором. Его звали Такигава. Чтобы избежать скандала, Такигава отвел Бессару на крышу по секретному проходу и сказал, что он стал врагом всех парней в школе из-за того, что был близок с двумя самыми красивыми девчонками в школе. После уроков они встретились с Марией и Визарой, чтобы объяснить Мио ситуацию с Юки. Внезапно появилась Юки и попросила Бессару поговорить с ней наедине. Они пошли в кафе, где подружески обсудили неловкие моменты, которые они делали друг с другом 5 лет назад. Но Юки вдруг сменила тему и предупредила Бессару, чтобы он больше не связывался с Мио. Бессара знал, что Мио была важной целью для наблюдения, и предположил, что Юки была той, кого деревня назначила присматривать за ней. Юки спросила, почему он и его отец решили связаться с ними, несмотря на их демоническое происхождение. Они и не подозревали, что Мио и Мария подслушивают их разговор, и Мио поделилась с Марией своими опасениями, что Юки может забрать у нее Басару. Но внезапно ее герб засиял, и она отреагировала на это. Басара сказал Юки, что он хочет защитить Мио от всех врагов, которые за ней охотятся. Потому что она невинная девушка, потерявшая родителей из-за жадных мешков с мусором, помешанных на войне. Однако Юки беспокоилась, что он станет кормом для демонов, потому что он уже не так силен, как раньше. Басара сказал, что считает своим долгом сражаться за Мио, несмотря на то, что он ослаб, потому что больше никто этого не сделает. Их разговор прервался, когда они услышали, как Мио выбежала из-за стола, за которым они сидели. И Мария успокоила ее, сказав, что ей нужно открыться Басаре и сделать для него что-нибудь особенное. Затем Басара вспомнил случай, который произошел 5 лет назад, когда он сделал то, за что не мог себя простить. Но Юки сказала, что это не так уж плохо, потому что он спас их всех. Позже они вышли на улицу, и Юки прямо сказала Басаре, что не верит, что он сможет победить демонов, которые охотятся за Мио. Но он сказал, что каким-то образом сумел не проиграть, не вовлекая ее или деревню. Юки внезапно приняла боевую форму и напала на демона за спиной Басары одним взмахом меча, а потом объяснила, что бродячие демоны появляются, потому что чувствуют. Она сказала ему, что деревне придется осветить Мио, если эти бродячие демоны станут представлять опасность для людей в округе, и что она сыграет огромную роль в победе над Мио. Хотя Басар в итоге возненавидит ее за это. В тот вечер Мисора рассказала Марии и Мио о своем разговоре с Юки, но они ответили, что он пошел на свидание с Юки, и подначивали его согласиться на их предложение укрепить их доверие друг к другу каким-то странным способом. Басор и опомниться не успел, как оказался в ванной с девочками, и Мио сказала, что совместное купание – это необходимый шаг для укрепления их доверия, и Басор согласился. Мио начала тереть ему спину, а потом, получив сигнал от Марии, бросила мочалку и начала использовать свои базуки, которые оказались более эффективными. Позже той ночью Басор проснулся и заметил, что спит рядом с Марией. Он понял, что обнимает ее, и отпрянул, а она подразнила его, сказав, что ему приснился странный сон. На следующий день Мива заметила, что Басор постоянно дремлет на уроках, и вспомнила слова Юки, сказанные накануне. В этот момент подошла Токугава и сообщила, что Басор и Юки должны помочь учителю с летними заданиями в офисе. Басор предложил Мио позвать Марию, но Мио сказала, что подождет, пока он закончит, и тут Юки прервала их, сказав, что сама справится с обязанностями старосты класса. Мио почувствовала ревность и встала, чтобы выразить свои чувства, но рабский гребень на ее шее засветился, и она потеряла сознание. Они отвели ее в школьный медпункт, где она отдохнула, пока школьная медсестра по имени Чисата разговаривала с Басарой, советуя ему быть осторожным с союзниками и врагами, прежде чем идти в офис. Басара собирался помочь Юки с заданием, но Мио остановила его и попросила остаться, поэтому он попросил Такагу помочь ему с заданием. Они немного поболтали, прежде чем Басара пошел купить что-нибудь в автомате, а по дороге рассказал Марии по телефону, что произошло. Такагу встретил его там, и пока они спорили о самых красивых девушках в аниме, их прервало появление нескольких демонов, из-за чего Басара испугался за Мио. Тем временем кто-то вошел в палату, и Мио подумала, что это Басора, но это оказалась Юки. Басара внезапно вырубил Такагу ударом локтя в живот, достал меч и уничтожил демонов.
Он сразу же бросился к Мио, но она уже ушла из медпункта и была на крыше с Юки, которая угрожала ей, что Басара придет один. Мио сказала, что не оставит его, потому что он обещал защищать ее как семью, и Юки активировала боевой режим и выпустила мощный заряд из меча, который Мио едва успела заблокировать магическим щитом. Мио тоже решила использовать всю свою силу и выпустила в Юки торнадо, но ледяная героиня разрубила его и снова ударила Мио. Они яростно спорили о Бессаре, но в конце концов Юки решила перейти к делу, разрушив магический щит Мио и сообщив ей, что Бессар не тот, за кого себя выдает, потому что 5 лет назад он уничтожил своих товарищей, чтобы спасти всех. Она добавила, что именно из-за этого инцидента Басара и Джин потеряли связь с деревней. Юки разозлилась, что Мио снова заставляет его взять меч, и бросилась на него, чтобы превратить в фарш, но Басара успел их остановить. Он отругал их за то, что они ведут себя как идиоты, и спросил, о чем они говорят. В этот момент таинственный мужчина в маске, стоявший над ними, ответил, что это он стоит за появлением демонов. Он даже рассказал, что Бессар и Мария каждую ночь сражались с демонами, чтобы защитить Мио и не дать ей стать главной целью деревни героев. Мио почувствовала себя виноватой, но это не остановило мужчину в маске, который призвал демона прямо за ее спиной, чтобы схватить ее. Бессара попытался атаковать демона, но мужчина в маске напомнил ему, как он убил своего товарища, который был в похожей ситуации, и Бессара отступил. В отчаянии Бессара получил удар в спину от демона, который защищал Мио. Мио была в ужасе, потому что ее мужчина превратился в окровавленную груду мяса, а мужчина в маске продолжал оскорблять Басару за то, что он был НПК, и его никто не знал. Юки одолела демона, который напал на него, и попыталась сразиться с человеком в маске, но он уклонялся от ее атак и отвлекал ее внимание, напоминая о том, что Басара в критическом состоянии и нуждается в срочной помощи. Затем человек в маске спросил Мио, готова ли она спасти всех, сдавшись, или позволить всем остальным пострадать из-за ее желания отомстить, и исчез в портале. Позже тем же вечером Бессоа лежал в постели Мио. Он почувствовал облегчение, когда Мария сказала, что его состояние стабилизировалось. Когда Мио вышла из комнаты, Бессоа пришел в себя, и Мария удивилась, как быстро он выздоровел. Он объяснил, что с детства проходил специальную подготовку по боевым искусствам в клане героев. В то время Бессара так хорошо владел мечом, что легко побеждал своих сверстников в тренировочных поединках. Это впечатляло всех, и старейшины считали, что он станет надеждой следующего поколения. Однажды после тренировки один мужчина ворвался в зал с раненой рукой и сообщил старейшинам, что меч священного демона был украден человеком по имени Сата, который был одержим злыми духами, запечатанными в мече, и пытался уничтожить деревню героев. Дети убежали, а Сёа бросилась на мечников, которые их охраняли, и легко разорвала их на куски, а затем загнала детей в угол. Когда Сёа попыталась напасть на Юки, Басара встал перед ней и выпустил мощную энергетическую волну, которая сбила Сёа с ног. В то время, когда Басора волновался за Мио, его опасения подтвердились, когда Мария сказала, что Мио нет в ее комнате, и попросила его почувствовать ее с помощью договора о санях, чтобы она могла что-то сделать. Она не хотела, чтобы он пошел с ней, потому что он еще не выздоровел, но Басора не слушал ее. Тем временем Нео прибыла в таинственный лес, где использовала особое заклинание, чтобы никто не смог ее найти, и там ее встретил мужчина в маске. Нео решила сразиться с ним одна и бросила в него все свои самые сильные огненные атаки, но, к сожалению, они не причинили ему никакого вреда. Мужчина в маске снова использовал свои навыки манипулирования, высмеивая пламя Мио и напоминая ей, как она подвергла Басору опасности, угрожая убить его. Мио решила сдаться при условии, что он не причинит вреда Басоре и Марии, и тогда мужчина в маске заковал ее в магические наручники и приготовился открыть портал обратно в царство демонов. Но тут появилась Юки. Мио и мужчина в маске были удивлены, что Юки пришла на помощь принцессе демонов. Юки приняла свой боевой облик и сказала, что не простит мужчину в маске за то, что он ранил Басару. Ее многочисленные попытки ранить мужчину в маске были безуспешны, как будто у него была бесконечность Годжо. Но она думала только о том, что наконец увидела в Мио невинность и самоотверженность, о которых ей рассказывал Басора.
Этот псих в маске был слишком самоуверен, но Юки удивила его, пробив магический барьер, который он поставил, чтобы защититься. Это заставило его понять, что Юки сосредоточила свои атаки на одном месте, чтобы пробить барьер. Затем Юки выпустила мощный заряд, от которого он увернулся и сам начал атаковать. После нескольких его атак Юки получила удар темными разрядами, которые ослабили ее, и он приготовился выпустить огромный темный пузырь, чтобы уничтожить ее. Мио умоляла его остановиться, говоря, что он должен взять ее и уйти. Но мужчина в маске сказал, что никогда не позволит никому, кто вмешивается в его миссию по охоте на злодеев, уйти невредимым, и выпустил огромный пузырь в сторону Юки. Внезапно появилась Бессера и использовала священную технику, называемую «уничтожающий корабль», которая стирает все виды атак, чтобы разрезать этот гигантский пузырь. Очевидно, именно эту атаку он использовал в детстве, чтобы спасти Юки, уничтожив Чио и нескольких своих товарищей. Асура подумал о том, что хочет защитить Мио любой ценой, и это дало ему силу полностью уничтожить гигантский темный пузырь. Он бросился на мужчину в маске и попытался прикончить его ударами, но этот придурок увернулся и в ответ выпустил в него несколько темных шаров поменьше. Базар прорвался сквозь его атаки и бросился на придурка в маске, который решил, что одержал верх, когда начал душить Бессару. Но тут появилась Мирия и ударила его с такой силой, что разрушила его магический щит. Это дало Бессаре возможность использовать все приемы меча, которым он научился в Блич, и уничтожить этого придурка в маске раз и навсегда. Как только они почувствовали себя в безопасности, появился демон и напал на Басару сзади, что привело Мио в ярость, и она выпустила мощную ауру, которая с легкостью уничтожила демона. Басара поднялся и попытался успокоить ее, но Мио испугалась, что уничтожит весь мир, и попросила Басару убить ее. Но Бессара произнес одну из речей о силе дружбы, чтобы она передумала, и теперь она хотела, чтобы он спас ее. Теперь, полная сил и мотивации, Бессара использовал мощную атаку, чтобы уничтожить ауру Мио. На следующее утро Юки пришла к ним домой в поисках Басары, но Мария сказала, что он спит, и Юки оставила ему лекарство, которое она принесла из деревни. Немного позже Басара пошел в школу, где встретил на крыше Такагаву, который пытался вести себя как обычно, но Басара сразу понял, что это был тот самый человек в маске. Зная, что он больше не сможет дурачить Басару, Такагава попытался затеять драку, но Басара сказал, что хочет договориться. Такагава знал, что если лорд демонов узнает об этом, то пришлет кого-то еще более могущественного, поэтому предложил Басаре и Марио сохранить это в тайне. Если Такагава будет просто наблюдать за Мио, не предпринимая никаких действий. Они договорились, и когда Такагава уходил, он рассказал Басаре, что демона, убившего приемных родителей Мио, звали Золгия, и он был ее бывшим наблюдателем. Такагава был уверен, что Золгия скоро снова нанесет удар. Мио пришла на крышу после того, как Такагава ушел, и попыталась поблагодарить Басару за спасение, поцеловав его, но ее остановила Юки. И между ними началась ссора, которая переросла в настоящий скандал, когда к ним присоединилась Мария. На следующее утро Мария разбудила Басару самым неожиданным образом и даже отказалась слезать с него, когда он попросил, что привело к тому, что он получил удар по лбу. Позже он пошел в ванную, где встретил Мио, которая была почти без одежды, и поскользнулся, упав на нее. Она отругала его за то, что он отвратительный девственник, и он объяснил, что не специально, потому что знак «занято», который она повесила, таинственным образом исчез. Она все еще использовала магию молнии, чтобы вырубить его, но на этом безумие не закончилось. Потому что Юки тоже каким-то образом появилась в его ванной после ухода Мио и уговорила его позволить ей помыть его. Пока она мыла ему голову, Юки спросила, когда они с Джином вернутся в деревню. Но прежде чем он успел ответить, Мио подошла к двери и устроила скандал, напомнив ему об их неловкой ситуации несколько минут назад. В конце концов, Мио открыла дверь и застала двух друзей детства в странной позе и снова попыталась избить Басару, но ее рабский знак заставил ее потерять рассудок. Хитрая маленькая суккубша попыталась воспользоваться этим, сказав им делать странные вещи вместе, пока она их снимает, но Басара вышвырнул ее как мусор и решил все цивилизованным способом. Несколько часов спустя Басара ужинал в ресторане с Такагавой, который рассказал, что Джин был равен Мадейре, потому что именно страх перед его чудовищной силой заставил демонов прекратить войну против героев. Затем он сообщил, что повелитель демонов отправил подкрепление, чтобы следить за Мио, потому что они считали, что Мио пробудила свою силу, и предполагали, что это будет кто-то сильнее его. Кроме того, он рассказал о контракте Бисеры с Мио, в котором говорилось, что чем сильнее преданность слуги, тем могущественнее становится хозяин. Поэтому могущественные демоны любили держать много слуг.
Он также сказал, что если слугу захватит враг, он станет обузой для хозяина, и это может привести к тому, что проклятие уничтожит его. В конце концов он перестал болтать и понял, что их барбекю уже подгорает, и тут внезапно появилась Чесата и попросила присоединиться к ним, на что они согласились. Позже, когда Басара и Чесата шли домой, она заговорила о его разговоре с Такагавой. Он пытался сделать вид, что они говорили о Fortnite, но она ясно дала понять, что она не дура, поэтому он рассказал ей правду. Она посоветовала ему подумать о том, кого он действительно хочет защитить, прежде чем поцеловать его в лоб и произнести заклинание из своей деревни, уходя. Тем временем Такагава встретился с демоном по имени Волга, который сразу же попросил его пойти шпионить за Май. Поэтому Такагава попытался использовать свой шитонг, чтобы отговорить его. Но демон был слишком вспыльчив, чтобы прислушаться к нему. После того, как Волга ушла, демон с огромными грудями по имени Зёст, правая рука Золи, остановился и рассказал Такагаве о специальном задании, которое дал ему повелитель демонов. Такагава согласился помочь. Той ночью Бессара отругала Марию за то, что она не сказала ему, что контракт с хозяином может разрушить их любовь, если Марию схватят. Но Мария защищалась, объясняя, что это также позволит ему спасти ее, если возникнет такая ситуация. Они знали, что все может пойти наперекосяк, если Нео узнает об этом, потому что она снова сбежит, как в прошлый раз. Поэтому Басора решил оставить контракт с хозяином в силе. А у Марии появилась безумная идея, как разнообразить их отношения. У Марии Нубасары была негативная аура, поэтому она помогла ему найти способ тренировать Марию и сближаться с ней, играя в свидания. Он назвал ее идиоткой. Она продолжала болтать о том, как это поможет им помешать планам повелителя демонов, пока Басора не согласился. Но, к сожалению, он не смог поднять девушку, чтобы спасти свою жизнь, поэтому игра закончилась плохо. Мария поняла, что их могут убить, и взяла все в свои руки, превратив игру в ужастик. И предложила Басоре странные вещи, которые он должен сделать с Мио, прежде чем появится принцесса-демон и изобьет ее до полусмерти. В другом месте демон попытался напасть на случайную женщину, но его разрубили пополам два героя по имени Такаши и Шива. Эти герои также сообщили Куруме, что Мио теперь стала целью для устранения. На следующий день несколько придурковатых старшеклассников попытались задирать Басару, потому что слышали, что он живет с Мио. Но учитель по имени Сакасаки вовремя их остановил, за что Басара был ему благодарен. Потом появилась Юки и спросила Басару, есть ли у него планы на следующие выходные, на что он ответил, что нет, и тогда она пригласила его на свидание. На следующих выходных Басара и Юки пошли в торговый центр на свидание, где их начал донимать продавец, но тут Басара заметил странную ауру в воздухе. Внезапно появилась Мио и радостно обняла Юки, что шокировало и Басару, и Юки. Маленькая принцесса-демон включила режим оленя в лучах солнца и попыталась опровергнуть их подозрения, что она следила за ними, сказав, что просто гуляла по району, когда наткнулась на них. Юки, к удивлению, не взорвалась, а вместо этого спросила разрешения у Мио выбрать для нее одежду, и они провели несколько часов, примеряя красивые наряды. Они дружески болтали по пути, когда Курума тайно подошла к Юки, которая была ее сестрой, и сказала, что им пора перестать быть милыми. Остальные из отряда пытались дозвониться до Юки, но не смогли, опасаясь, что с ней что-то случилось, заметили странную ауру, а затем атаку ветром, от которой они увернулись. Появился Вальга, который устроил нападение и сразу же начал провоцировать их, называя бесполезными кабанами, из-за чего Басара разозлился. Потому что подумал, что Вальга ответственна за исчезновение Юки. Бессара бросился на него, чтобы разрубить пополам, но кожа Вульги была слишком прочной, чтобы ее можно было пробить, и это дало преимущество Волге. После чего он отбросил Бессару назад мощной атакой. Вульга поклялся переломать Басоре все кости, как картофельные чипсы, и пошел на него, но Мио остановил его огненной атакой, что позволило Марии нанести ему жестокий удар в живот. К сожалению, это только разозлило Волгу, и он отбросил Марию в сторону, как мокрую тряпку, а затем продолжил атаковать Бессару, пока тот не отразил одну из его атак мечом. Наконец, Волга решил действовать серьезно, о чем свидетельствовало свечение на его правой руке. Но прежде чем он успел что-то сделать, Такаши превратил его в ледяные кубики. Басара узнал его, а также Шибу, который тоже появился, и когда Басара спросил, зачем они пришли, Шиба ответил, что у них был приказ от деревни убить Мио. Когда Басара спросил, где Юки, Куруми выпустила в них заряд, едва не попав в них, и обвинила Басару в том, что он защищает дочь повелителя демонов и игнорирует страдания, которые Юки пришлось терпеть 5 лет.
Шиба добавил, что Саул был ранен, напомнив Басаре, что он не один из них, и что если он вмешается в их миссию, то будет считаться врагом. Но этого было недостаточно, чтобы заставить болвана отступить. Одним взмахом пальца Шиба разрушил магические барьеры вокруг них и сказал Бессаре, что им нужно подготовить барьерное пространство, которое выдержит их битву. Потому что старейшины разозлятся, если они будут вести себя как супергерои и разрушат город. Затем он сообщил Бессаре, что их битва 1 на 1 состоится через неделю. В тот же вечер Бессара рассказал Джину о том, что происходит, и старик удивился, что клан героев освободил Шобу из тюрьмы для выполнения задания. Бессора спросил, не станет ли это означать, что они станут врагами героев мира. Но Джин ответил, что это не имеет значения, потому что они изгнали его из деревни, и заверил, что он их поддержит. Немного позже Бессора научил Марию и Мио, как сражаться с героями, но они все еще беспокоились о мощном копье, которое было в арсенале героев и называлось Бьяка. Это копье, которое может создавать мощные порывы ветра, способные расплавить все, что угодно. Девушки испугались, но Песа успокоил их, рассказав, как можно избежать удара копья, если сражаться в определенном направлении, в котором копье не может атаковать. Басар также сообщил им, что Куруми использует силу духов стихий, но утверждал, что она ограничена духами вина из-за Бьяка. А это значит, что у них все еще есть шанс, если они будут контролировать направление и расстояние. Тем временем Шаба и Такаши разговаривали о своем, и Такаши вспомнил, как они дружили с Басаром в детстве, пока не узнал, что сила Бессоры уничтожает останки мертвых героев, и поклялся отомстить ему. Несколько дней спустя Мария встретилась с Басаром в гостиной и попросила его еще раз подчинить Мио, чтобы они могли использовать пакт господина и раба для усиления. Но он отказался, потому что считал Мио членом семьи и хотел укрепить их отношения нормальным способом. Тогда Мария предложила альтернативное решение, и Бессар чуть не сошел с ума, когда она начала тереться своими грудями о его грудь. Она объяснила, что суккубы могут поглощать энергию Ганнара и превращать ее в силу, и это означало, что она пыталась стать сильнее с помощью этой способности. В этот момент вошла Мия, но вместо того, чтобы как обычно наброситься на них, она предложила, чтобы она сама поработала с Басаром для усиления. Она поблагодарила Басара за его попытку укрепить их отношения нормальным способом, и они начали свой неловкий ритуал. Мария предложила использовать кленовый сироп в качестве лосьона, и Басар сделал то, что обычно делают в любовных романах. Снял с себя все и начал ласкать ее огромные груди, пока на шее Мио не появился голубой огонек. Это означало, что их сила увеличилась, и все были счастливы. Но Мио решила сделать еще один безумный шаг и сказала, что они выиграют эту битву. На следующий день Бессар встретился с Такагавой на крыше, и они поговорили о предстоящей битве между командой Бессара и героями, которая должна была состояться в тот же день. Бессар сказал, что еще не знает, где будет проходить битва, и Такагава предупредил, что вмешается, если герои попытаются убить Мио, даже если нападающим будет Юки. Уходя, он сказал Бессаре, что если он не победит, ему придется причинить вред команде героев, в которую входит Юки. Позже в тот же день Бессара встретилась с Юки в отдельной комнате и умоляла его отказаться от участия в предстоящем сражении, но он отказался. Перед уходом Бессара дала ей запасной ключ от их дома и сказала, что не хочет, чтобы их дружба закончилась. Когда пришло время сражения, Басара и девочки пришли на мост, где оно должно было состояться. К ним присоединились герои, и Шиба сразу же объявил, что пора начинать. Такаши воткнул копье в землю, создав огромный магический барьер, который накрыл всю территорию и телепортировал Шибу. Басара спросил, зачем он это сделал, и Такаши объяснил, что не хочет, чтобы Шиба вмешивался в их сражение. Все приняли боевую форму, и Такаши первым делом разрубил пополам лампу, а затем скрестил клинки с Бессарой. Мария и Мио, не теряя времени, присоединились к битве, обстреляв Такаши магическими атаками, пока Куруми использовала мощную атаку торнадо, чтобы отбросить Бессару. Она даже не дала братону приземлиться, а взлетела в воздух с помощью ветра и начала отчитывать его за то, что он пошел за ее сестрой, посылая в него мощные порывы ветра. Басора заметил, что его отнесло в сторону из-за одной из атак Куруми, поэтому он начал вращаться как волчок, чтобы рассеять ветер. Куруми поняла, что он пытается увести ее от Юки, чтобы сразиться с ними 1 на 1. Шиба наблюдал издалека и заметил, что Мария и Мио убегают, чтобы заманить Такаши, пока Бессар не вернулся. В итоге они оказались в темной комнате, где девочки начали атаковать его. Такаши разрубал кукол и предметы, которые они в него бросали, но когда он попытался дать отпор,
Мария заблокировала его удар и сказала, что стала сильнее благодаря ночным тренировкам Басара и Мио. Такаши решил использовать всю свою силу, его копье засветилось зеленым, и он активировал силу Баака, которая отбросила Марию через стену. Он объяснил, что сила Баака может действовать на близком расстоянии. Мио ответила заклинанием, которое заполнило всю комнату, и Такаши был потрясен. Тем временем Басора продолжал убегать от Курумы, пока не добрался до места, где атаковал ее, но был отброшен порывом ветра. Курума заметила, что он атаковал ее краем лезвия, и поняла, что он ее недооценивает. Она отбросила его через стену мощной атакой ветра. Она спросила его, почему он такой глупый герой, но Басор был полон решимости защитить Мио и помог остальным своим друзьям. Она снова попыталась использовать свою воздушную атаку, но Басара активировал свою способность изгнания, которая поглотила ее ветер и связь с духами, а затем мощным ударом отбросила ее на землю. Когда Куруми упала, она подумала, что не хочет, чтобы Юки сражалась с Басарой, но юный герой решил спасти ее от падения, и она влюбилась в него. Но тут появилась Юки. Она вытащила меч, и Куруми попыталась предупредить Басару, чтобы он убегал, но этот придурок стоял как вкопанный, и Юки ударила его рукоятью меча по голове. Куруми беспокоилась за Басару, но Юки дала ему зелье, от которого он уснул, и сказала сестре, что это единственный способ убрать его с дороги на полдня. На другом конце поля боя Мио поблагодарила Марию за то, что та дала ей возможность одолеть Такаши, но, к сожалению, их преимущество продлилось недолго, потому что Бако развеял поток воды. После 20-минутной болтовни о силе своего копья, он выпустил мощный заряд, который должен был отбросить обеих девушек-демонов, но им удалось увернуться, и это его озадачило. И он погнался за ними. Такаши догнал их и отразил огненную атаку Мио, чтобы остановить его, и как раз когда он собирался нанести последний удар, Юки остановила его энергетическим взрывом. Он напомнил Юки, что ее объявят предательницей, если она решит встать на сторону девушки-демона, и попытался заставить ее передумать, напомнив о вспышке гнева Басоры 5 лет назад. Однако Юки объяснила, что пыталась предотвратить повторение этого инцидента и защитить свои идеалы героя, защищая Басару и своих друзей. Когда они начали драться, Мио хотела присоединиться, но Мария остановила ее, напомнив, что им нужно найти Басару. Молодой человек, которого они искали, дремал на коленях у Куруми, и она поняла, как сильно он страдает, когда он начал говорить во сне о своей травме. Когда Мио подошла, Куруми встала, чтобы сразиться с ней, но Мария не хотела этого делать, потому что пыталась разбудить его. Куруми сказала ей, что ему дали снотворное, но Мио продолжала звать его по имени, пока он наконец не проснулся от кошмара. Тем временем Такаши атаковал Юки мощным копьем, и Мария отлетела в сторону, когда попыталась напасть на него. Юки подумала о том, что геройская деревня предала Басару, обвинив его в событии, которое разрушило его жизнь, но даже эти сильные убеждения не помешали Такаши снова сбить ее с ног. Прежде чем Такаши успел превратить ее в шашлык, Басара заблокировал его атаку и отругал за нападение на его подругу детства Юки. Когда Басара опустил меч, Такаши уверенно атаковал, думая, что просто сменил стиль боя, но Басара с легкостью уклонился от всех его ударов. Сверхбыстрые удары меча Басары были заблокированы Такаши, но в конце концов сработала автоматическая защита Бьяка, когда она почувствовала опасность. Даже Такаши пытался сдержать силу копья, но оно действовало как будто само по себе, отбросив Басару и Такаши огромной волной ветра. Шига был удивлен, когда понял, что Такаши еще не готов управлять силой Бьяка, и вскоре Бьяка появился в виде гигантского духа тигра, которого Басар назвал духом-хранителем, который не нападет на них, пока они не нападут первыми. Куруми напомнила ему, что барьер, в котором они сражались, был создан с помощью силы Бьяка, и если они ничего не сделают, чтобы остановить этого зверя, барьер может разрушиться. Это натолкнуло Брейзера на мысль, что нужно отвлечь зверя и одновременно разрушить барьер, и Юки предложила помочь с помощью своего меча Сакуя. Она напала на зверя и отвлекла его своими ударами, что позволило Бессаре использовать свою способность и уничтожить духа-хранителя. После этого Такаши начал возмущаться, что им нужно уничтожить его, потому что Бессара опустился до того, что стал сотрудничать с дочерью дьявола, и Мио так разозлилась, что ударила его.
Мио начала жаловаться, что у нее тоже были трудные времена, и Бисаро успокоил ее рискованными фразами, прежде чем появился Шиба и сказал, что им нужно уходить. Такаши все еще возмущался и утверждал, что они не закончили, но Шиба объяснил, что их миссия временно отменяется, потому что убийство Мио может повлиять на их отношения с богами и духами. Шиба заставил Такаши замолчать, показав ему свой ужасающий шаринган, и пригрозил Басаре своей аурой, когда тот попытался остановить Юки, которая хотела вернуться в деревню вместе с ними. Когда Шиба уходил, он заявил, что всех постигнет несчастье, если Юки и остальные не вернутся с ним в деревню на следующий день, что заставило Юки попрощаться с Бисарой и последовать за Сибой. Несколько дней спустя Писоо почувствовала себя грустной на уроке из-за отсутствия Юки в Мио, а также была обеспокоена его настроением, что заставило ее друзей утешить ее. Как только они вернулись домой, Писоо заметил, что в доме витает приятный аромат, поэтому он спросил, что готовится, и был очень рад. Я был потрясен, увидев Юки, которая сказала, что это тоже ее фирменное блюдо. Юки сообщила ему, что деревня героев отменила приказ о казни Мио, что означало, что они притворялись, будто недавних событий никогда не было. Видя, что Басара все еще в замешательстве, она рассказала, что им позвонил Джин, который заставил Басару вспомнить, что его отец обещал прикрыть его во время вся эта драма. Он крепко обнял ее, и она в ответ поцеловала его, что заставило Майя накричать на них обоих. Однако вскоре Юки произвела ошеломляющее впечатление, сообщив им, что теперь у нее есть разрешение от деревни жить с ними. Маленькая непослушная суккубка появилась и решила вознаградить Юки за ее помощь в битве, показав ей несколько видеозаписей специальных тренировок Мио и Бисары, которые заставили ее почувствовать себя лучше. Также прошу вас весело провести время. Мэри объяснила Юки, что все это было сделано для того, чтобы сделать их сильнее, используя их союз хозяина и слуги, и добавила вишенку на торте, предложив Юки заключить союз хозяина и слуги с Бисарой, так как на следующую ночь было полнолуние, на что Юки согласилась. По дороге в класс Юки сказала Басару, что хочет заключить с ним договор, и из-за этого поссорилась со своим парнем Мио. В раздевалке Юки немного ревновала, потому что у Мио были больше груди, но вспомнила, что Мария сказала, что ей нужно всего несколько сеансов с Басаром, чтобы они выросли, и поэтому с нетерпением ждала этой ночи. Тем временем Басора дружески болтал с Такагавой о шрамах на своем теле, когда заметил, что Мария ходит по школе, и решил пойти за ней. Он встретил ее в своем пустом классе и, ударив ее по голове, спросил, что она там делает. Она объяснила, что пришла проведать Мио. Она попросила его пойти с ней куда-нибудь, уверяя, что это все ради Мио, и он неохотно пошел за ней в одну из женских раздевалок, где она почувствовала странный запах и убежала. В конце концов они оказались на крыше школы, где парочка занималась йогой, и она немного понаблюдала за ними, прежде чем предложить пойти в другое место. Затем Мария отвела Басару в женскую раздевалку, где немного подурачилась, надев нижнее белье Мио ему на голову, и услышав, что девочки возвращаются. Они спрятались в одном из шкафов, чтобы избежать гнева Мио. Пока они были там, она решила взять быка за рога, но Мио застукал их, когда она открыла свой шкафчик, и она их побила. Они объяснили, что это было ради ее безопасности, но она приревновала, когда Басара упомянул Юки, и тогда активировался ее навык проклятия Слейда. Басора тут же начал действовать, и Мария посоветовала ему сделать что-нибудь более экстремальное, чтобы извлечь максимум пользы из ситуации, поэтому он окатил Мию теплой водой, отчего та сошла с ума, а он сам чуть не свихнулся от ее выходок. В конце концов, рабский гребень засветился синим, и Басора похвалил ее за то, что она продержалась до конца, а Мария поблагодарила его за то, что он стал еще сильнее. Через несколько часов Юки зашел к ним, когда Басора и Мио обсуждали, что не могут найти Марию, и он попросил Мио проводить ее домой, пока он будет искать Марию. В конце концов, Асура нашел Марию, которая гуляла с Такагавой, и погнался за ними, но встретил ее одну. Когда он спросил, что она делала с Такагавой, она ответила, что спрашивала дорогу, потому что заблудилась, и Басора признался, что волновался за нее. А потом взял ее за руку, когда они шли домой. Тем временем Зёст показал своему хозяину все, что Басора сделал за последние несколько месяцев, включая договор между хозяином и слугой с девушками, и использование запрещенной техники во время боя, и спросил, кто еще знал о его особых способностях. Зёст сказал, что об этом знал только Такага, которого они называли Ларсом, но Заля сказал, что им не нужно обращать внимание на такого никчемного человека. Затем Зёст подтвердил, что планы, которые разработала Заля, готовы к исполнению, и решил, что пора действовать. Когда он смотрел на экран и видел, как Нео и его команда демонстрируют свои способности, он заявил, что покажет им такую боль и удовольствие, с которыми они не смогут справиться. В ту ночь Мария была вся в демоническом образе,
потому что, по ее словам, настало время для ритуала между Басарой и Юки. Басара спросил, почему Юки одета в слишком нарядное платье, и Юки призналась, что это Мария заставила ее так одеться, потому что она не хотела проигрывать Мио. Басара пытался сдержать свои девчачьи инстинкты, отводя взгляд, но Юки пригрозила сделать что-то еще более странное, если он не будет смотреть на нее. И он сдался и уставился на нее. Ритуал начался, когда вокруг них появился магический круг, а на руке Басары еще один поменьше, и он сказал Юки поцеловать его. Но она отказалась и заявила, что не будет заниматься сексом с хозяином. Очевидно, она отказывалась, чтобы Басара заставил ее подчиниться так же, как он заставил Мио, и она начала терять контроль, когда магический круг стал исчезать, и Басара решил помочь ей. Он начал использовать тело Юки, чтобы вернуть ей хорошее настроение, и Мария подсказали ему, чтобы он действовал еще смелее. Он продолжал массаж, пока магический круг вокруг них не стал очень ярким, что означало, что они усилили его. Но этого все равно было недостаточно, и Мария предложила Басаре отвезти Юки и Мио в ванную и продолжить там веселье. Она также предложила Мио называть Юки по имени, потому что они оба были слугами Басары, и они согласились пойти в ванную с Басарой. Пока они развлекались в ванной, Зист наблюдала за ними издалека и завидовала, потому что ее хозяин был старым хрычом, с которым она не могла делать всякие глупости. На следующий день Мио и Юки играли в волейбол, а Басара с восхищением наблюдал за их командной работой, пока Такагава не спас его от удара мечом по лицу. После этого Чисата обработала ему пальцы и сказала, что ему нужно научиться решать свои проблемы, а не бояться их, чтобы защитить тех, кто ему дорог. Она посоветовала ему не снимать повязку с пальцев, пока она не позрешит. Когда он вышел из ее кабинета, к нему подошла его одноклассница по имени Сакаки и спросила, встречается ли он с Юки или Мио, ведь он живет с ними. Когда он отверг ее обвинения, она стала вести себя так, будто он ее соблазнил, и рассказала о странных вещах, которые он делал с ними втайне. Затем Сакаки попыталась заставить его заниматься с ней наедине, но тут появилась Юки с Мио и попыталась напасть на нее с мечом. Сакаки уклонилась от атаки, и Юки поняла, что она враг, поэтому велела Басаре помочь Мио с ее проклятием, пока она разбирается с Сакаки. Сакаки издевалась над Юки, пока не пришла ее сообщница по имени Экава и не устроила с ней бой 1 на 1, в котором Юки все еще была очень заинтересована. Когда Мио убежала, она была вне себя от ревности из-за того, что увидела с Басарой и Сакаки, пока не добралась до места, где Мария пыталась ее успокоить. В этот момент Мио заснула из-за заклинания, которое наложила Зёст, появившееся на месте происшествия. Басара хотел броситься на помощь, но они исчезли прежде, чем он успел добежать. Молодой герой попытался использовать свою способность мастера-раба, чтобы найти Мио, но понял, что может почувствовать только Юки. Тем временем Мио снился сон о том, как ее родители были убиты, когда появилась Заля и уничтожила их обоих. После того, как ее приемных родителей поджарили, она встретила свою кузину Марию, которая рассказала ей правду о ее происхождении и поклялась защищать ее. Мио проснулась и поняла, что она была прикована цепью, а Зёст появился, чтобы похвастаться тем, что его план сработал идеально. Мио обвинила ее в том, что она служит нынешнему повелителю демонов по имени Леохар. Заля отрицала это, и Мио сразу узнала его голос, когда он заявил, что хочет большего, чем власть старого повелителя демонов. И она пришла в ярость, требуя объяснить, почему он убил ее родителей, но он продолжал дразнить ее. Мария остановила его, сообщив о срочном сообщении от нынешнего повелителя демонов, которое пришло в виде видеозвонка через хрустальный шар. Когда Леохар спросил, почему он его не видит, этот уродливый придурок начал рассказывать небылицы о неисправных магических барьерах в этом районе и даже отрицал, что имеет какое-либо отношение к внезапному исчезновению Мио. Затем повелитель демонов вызвал его в замок, чтобы он помог расследовать недавно обнаруженные руины, и ему ничего не оставалось, кроме как согласиться. Когда он уходил, Залджа пообещал сделать Мио своей личной игрушкой для снятия стресса, когда он вернется. Между тем Басар спросил Такигалу о местонахождении Мио, и нахальный демон рассказал, что Мария выполняла приказы Золджи. Он рассказал ему, что Залджа пытался опередить повелителя демонов в поисках Мио, но Басару больше беспокоила роль Марии в этом деле. Затем Такигава рассказал, что у Марии была особая форма, которую он назвал козырной картой, и это так беспокоило Залджу.
что он шантажировал ее, похитив ее мать, чтобы заставить сотрудничать с его планами. Он также рассказал, что именно Залджа приказал ей разорвать договор между Басаром и Мио, чтобы она стала рабыней. А он мог использовать проклятие, чтобы заставить ее подчиняться, делая с ней странные вещи. Зная, в какой опасности находится Мио, Бессара решил сразиться с Токигавой, чтобы узнать, где она находится. Тем временем Мио обвинила Марию в предательстве, но Мария разбила ее надежды, сообщив, что Бессара не может прийти из-за особых барьеров Золджи, а затем усыпила ее с помощью магии. Несколько часов спустя Токигава, он же Ларс, встретился с Зестом возле тайного убежища Золджи и предложил обменять бессознательного Басара на Мио. Зест был удивлен этим предложением, и Ларс напомнил ему, что Залджа отправился в Королевский замок после того, как его вызвал повелитель демонов Леард. Это заставило Зесса осознать, что именно Ларс порекомендовал лорду демонов взять Золджи в экспедицию, и он же его за это и разоблачил. Когда Ларс сказал, что он мог бы также сообщить о том, что они похитили Мио, что было предательством по отношению к лорду демонов и его советнику, Зесс спросила, не угрожает ли он им. И Ларс ответил, что он просто выполняет свой долг наблюдателя за Мио, прежде чем посоветовать ей выполнить свой долг и защитить своего хозяина. Она сделала вид, что собирается сотрудничать, но вместо этого превратила его в пончик, проткнув ему живот, а потом сожгла заживо в качестве двойной страховки. Тем временем в замке Мария мучилась чувством вины за то, что сделала с Мио, и вспомнила, как Залджа рассказала о положении ее матери, прежде чем приказать ей предать Басара и Мио. На что она согласилась. Внезапно появилась Зес с бессознательным телом Басары и сообщила об изменении планов, согласно которым она должна была его подчинить. А затем велела Марии использовать свои суккубские способности, чтобы это произошло. Когда Писаро пришел в себя, он почувствовал присутствие Мио, но понял, что прикован к кровати, когда Мария подошла к нему. Она рассказала, что это особняк Золджи, а затем расстегнула его рубашку и стала обращаться с его грудью, как с мороженым. Но Сара остановила ее, напомнив о положении ее матери и предложив помочь. Но она возразила, что Залджа слишком сильна для них, поэтому она и согласилась предать их в первую очередь. Она поклялась завоевать его сердце, даже если для этого ей придется использовать свой козырь в гигантском магическом круге, который появился над ними и создал большой ключ, открывший замок в ее груди. Это превратило Марию в зрелую женщину, и она объяснила, что именно эта сила помогла ей сбежать вместе с Мио, когда на ее родителей напали, и велела ему приготовиться к настоящему обряду крещения суккуба. Мириад использовала свои гипнотические способности на Басаре, сняла с него цепи и велела ему показать ей свой единственный талант, и он начал играть с ее пушками. Она извинилась со слезами на глазах, и это вывело Басару из гипноза. Он вырвался из ее хватки и сказал, что лучше уж будет в безопасности, чем станет с ней играть. Мария тут же отскочила от кровати, не понимая, почему обряд не удался, и Бессара призвал свое оружие и воткнул его в землю, и оно засветилось. Когда оружие исчезло, Мария сказала, что он не сможет победить ее без оружия, но Бессара ответил, что если он попытается, то точно умрет, но ему больше хотелось спасти ее. Мария выпустила зловещую ауру и велела ему не недооценивать ее, а затем выстрелила в него сгустком темной энергии, от которого он увернулся с невероятной скоростью. Но Мария ударила его кулаком в стену. Зёст, наблюдавшая за ними, была впечатлена. Она знала, что Мария может сломать его так, что он уже не восстановится, и собиралась вмешаться. Но ее прервал энергетический взрыв, выпущенный Юки, от которого она увернулась, подпрыгнув, и спросила, как Юки сюда попала. Она поняла, что магический барьер вокруг замка Золджи исчез, и догадалась, что это Басара уничтожил его с помощью заклинания изгнания, прежде чем вступить в бой с Марией. Юки выпустила еще одну мощную энергетическую атаку, которую Зёст сумела отразить, прежде чем сама попыталась атаковать магией, но Юки отразила ее. Зёст и Юки яростно сражались, но Зёст утверждала, что у Юки нет шансов победить на территории демонов. Однако в нее полетела огненная атака, от которой она увернулась и поняла, что Мио присоединилась к битве, несмотря на то, что была прикована. Мио выпустила несколько молний в Зёст, от которых та увернулась, а затем Юки освободилась от цепей и поняла, что родители Марии были в заложниках. Это заставило Мио понять, что Марию заставили предать их, и она решила заставить Зест заплатить за это. Сёс пыталась убить их мощным заклинанием, но девушки увернулись, а затем Юки выпустила несколько магических атак. Сёс продолжала блокировать и атаковать Юки, но Мио выпустила огненную атаку, которая ошеломила Зёст, и Юки нанесла ей сокрушительный удар. Мио подумала, что они победили, но Юки вернула ее к реальности, сказав, что Зёст уклонилась от их совместной атаки. Затем Зёст попыталась убить Юки серией взрывов, но Мио заблокировала их щитом, и Зёст решила заставить принцессу демонов предать свой отряд.
сказав, что Басара просто пытался спасти Марию. Однако Мио доказала, что она не такая доверчивая, когда сказала, что Басара поступает правильно, а затем раскрыла неудобные отношения сёст с Зальгией, которые были совсем не такими, как у нее и Басары. Тем временем Мария выбилась из сил, нанося Басаре лучшие из своих ударов, но этот тупица-герой не сдавался, несмотря на свои раны, и продолжал приближаться к ней. Он заявил, что никогда не бросит ее, схватил Марию за плечо, и она попыталась прикончить его техасским ударом, но поняла, что это не действует. Басара крепко обнял ее и извинился за то, что она так долго страдала в одиночестве. Тем временем Зёст потеряла сознание после того, как Мио и Юки вырубили ее, и когда Мио спросила Юки, пришла ли она одна, чтобы спасти ее, Юки ответила, что это Басара приказал ей, и Мио обрадовалась, когда они связали одержимого. Они решили оставить ее ненадолго и побежали к Басаре, но их остановило мощное заклинание паралича, когда Золгия эффектно вернулся. Зёст извинилась за то, что не справилась, но Золгия сказал, что это ничего, потому что у него появились новые игрушки, и выстрелил магическим зарядом, который вырубил Юки и ранил Зёст. Золгия назвал Зёст мусором за то, что она не смогла защитить свою новую игрушку, и обвинил ее в зависти к их отношениям с Басарой, прежде чем попытался войти с помощью темного удушающего заклинания. Внезапно Басара атаковал Золгию, которая заблокировала удар мечом и похвалила его за силу, прежде чем спросить о Марии. Золгия признался, что они могли бы победить, если бы у Марии был козырь, после чего активировал заклинание, которое заморозило Басару, когда тот попытался заглянуть в его разум. Снаружи Ларс подошел к своему двойнику, который был сожжен дотла Зёст, и направился внутрь замка. Тем временем Мария была в комнате, где она официально задержала Басару, и задумалась, вспомнив, как Басара велел ей оставаться в комнате, уверяя, что спасет ее мать. Басара все еще пытался вернуть контроль над своим телом, а Залджа продолжал оскорблять его отца, напоминая, что Джин отказался от звания величайшего героя ради своего жалкого сына. Он смело заявил, что забрал силу Уилберта, которая была у Мэя, и силу Басары, что заставило Мио запаниковать. Однако Басаре удалось вырваться из-под контроля, и он попытался ударить Золджи мечом, но старый демон увернулся и продолжил оскорблять Джина, что разозлило Басару. И он напал на Золджи еще несколько раз. Залджа легко отразил его атаки своим темным мечом, похвалив его скорость, но Басара вспомнил слова Джина, которые придали ему сил. К сожалению, это ничего не дало, потому что Залджа ударил его как мешок с картошкой и назвал полным ничтожеством, а потом отшвырнул его ногой. Мия предупредила Басару, что нужно быть осторожным, потому что Залджа готовил мощную огненную атаку, и Басара смог отразить ее с помощью своей способности исчезать, хотя его все равно отбросило назад. Басара отчаянно пытался нанести Золджи удар, но тот вдруг стал невидимым и задушил Басару, а потом швырнул его на землю. Однако Басара не сдавался, и это разозлило Залджу, который снова исчез. На этот раз Басара попытался почувствовать Залджу с закрытыми глазами, и хотя у него получилось, он не смог пробить магический барьер Золджи. Золджи был рад увидеть отчаяние в глазах Басары, когда он швырнул его в стену и снова применил магию, чтобы проникнуть в его разум. Он заставил Басару воплотить в жизнь его девственные фантазии, и попытки Басары сопротивляться ментальному воздействию Золджи были тщетны, пока не появилась Мария. Золджи был доволен тем, что Мария пришла, чтобы встретиться с ним лицом к лицу, но Мио была удивлена, увидев, что Мария стала сильнее. Когда он напал на Марию, увернулся от нее и не поддался на его провокации, он заявил, что она пришла, чтобы убить его, чтобы Басар не наделал глупостей. Золджи показал Марию, которая была заперта в клетке, и спросил, что она выберет: присоединиться к нему вместе с Мио или позволить своей матери умереть после того, как она предала своих товарищей из умеренной фракции, чтобы спасти ее. Мария сказала, что не хочет ни того, ни другого, и тогда Золджи показал ей запись, на которой ее мать была в клетке, а на полу было только большое кровавое пятно. Он сказал, что убил ее за предательство, и Мария разрыдалась, когда ее трансформация исчезла. Мио вдруг вышла из себя и выпустила ужасающую ауру, которая окутала все поле боя, когда вспомнила, как ее приемные родители трагически погибли таким же образом. Все вокруг испугались, кроме Золджи, который создал антимагическое поле, поглотившее ауру, и признался, что показал Мио запись специально, потому что единственный способ пробудить ее скрытые силы – это напомнить ей и ее травме. Мария попыталась напасть на Золджи, когда он подошел к Мио, но он использовал свое ментальное заклинание, чтобы остановить ее, и сказал, что пришло время забрать силы Мио, когда он приблизился к ней. К счастью, все пошло не так, как он планировал,
потому что у Мио все еще было достаточно ауры, чтобы отбросить его руки от Золии, и она поняла, что он вот-вот поджарится. Потому что Мио использовала свою собственную мощную магию, а не магию Уилберта. Золия обмочился, когда Мио сказала, что ей все равно, что будет после того, как она его уничтожит, потому что она ждала этого момента всю свою жизнь, прежде чем она смогла уничтожить его с помощью духовной бомбы. Базра подошел к ней, пока Зёст удерживал его, и умолял ее не разлюбить Золджиба, потому что он не хотел, чтобы ее жизнь была наполнена отчаянием после того, как она отомстит. Мио сказала ему приказать ей, используя их договор о слуге и господине, но Бессара отказался, сказав, что это испортит их отношения брата и сестры. Он напомнил, что обещал Джину защищать ее как старший брат от любой тьмы, включая ее собственную, и обнял ее, снова предлагая ей сделку. В конце концов она уступила словам Базры, и Залджа исчезла, что заставило всех запаниковать, но Базра заверил их, что все в порядке. Внезапно мама Марии по имени Шелла Рот, из-за чего Мария удивилась, как он выжил в Базре, объяснила, что это благодаря помощи Ларса. Тем временем Залджа сбежал из замка и встретил Ларса, который рассказал, что старый дурак попался на его уловку и убил двойника Ларса, которого он принял за маму Марии после того, как Ларс уже помог ей сбежать. Ларс сказал, что это было одним из условий сделки, которую он заключил с Базрой, пообещавшим выполнить его особую просьбу. Залджа спросил, что нужно Ларсу, и тот рассказал, как старый повелитель демонов Уилберт выбрал добрую пару, которая стала приемными родителями Мио. Оказалось, что они заботились о нем, как старший брат и сестра, когда он был маленьким. В этот момент Залджа понял, что сейчас встретится с духами, и вкратце рассказал, что его условие с Бессарой заключалось в том, что он убьет Залджу собственными руками. В замке Шелла представилась всем и поблагодарила Бессару за спасение, прежде чем Зёст испортил настроение, упомянув, что барьер Золджи был разрушен. Когда замок превратился в огромное существо, Зёст объяснил, что старый коротышка превратил демона, самое опасное существо в Риме, в свою базу, чтобы его не заметил повелитель демонов. Залджа превратил чудовище в замок и усыпил его, но теперь, когда его магия была разрушена, зверь проснулся. Они поняли, что находятся в желудке монстра, и сказали, что им не выбраться, потому что чудовище было отрезано от мира. Ларс увидел чудовище снаружи и разозлился на Залджу за то, что тот так облажался. Но Залджа похвастался, что монстр был его страховкой, которая гарантировала, что мир будет поглощен, потому что он не мог получить силу, которую хотел. Девочки отбились от пары маленьких монстров внутри желудка, и Бессара спросил, где находится ядро монстра, и Зёст указал ему на центр особняка. Он сказал, что его план состоял в том, чтобы использовать способность корабля-изгоя стереть пространственное отчаяние монстра, и Мио сначала пыталась его остановить, но потом решила присоединиться к нему, потому что хотела защитить его. Юкио тоже попросил взять его с собой, чтобы защитить Басару, пока он готовился к своему последнему ходу, а Мария решила остаться, чтобы защитить Шелл. Зёст решила отвести их к центральному ядру, и они решили довериться ей, и все побежали за ней. По пути они столкнулись с несколькими скользкими монстрами, которых легко разорвали на части, прежде чем добрались до тупика. Басара был сбит с толку, и Зёст объяснила, что физическая трансформация монстра изменила форму замка, а значит, если они попытаются вернуться, то не смогут. Они решили прорваться силой, и Зёст снова расчистила путь, сжигая препятствия на их пути. Они добрались до жуткой лестницы, которая превратилась в ужасных монстров, и Зёст сказала, что это произошло из-за того, что иммунная система существа пыталась защититься. Юки решил задержать монстров, пока они бегут вперед, а Бессара попытался возразить, но Юки объяснил, что это нужно сделать, чтобы он мог сосредоточиться на последнем ударе и спасти положение. Затем монстры начали атаковать ее со всех сторон, но Юки оказалась фермером ауры высшего уровня. Она разорвала их всех на куски, используя все навыки владения мечом, которым научилась в Блич. Зёст провела Басару и Мио по тропинке к подножию замка, и они оказались в комнате Золджи, которая, по словам Зёст, никогда раньше там не была, но знала, что это личная комната Золджи прямо над ядром. Мио вошла в комнату и увидела подвешенное к стене тело демона, похожее на человеческое, которое показалось ей знакомым. Но ситуация вышла из-под контроля, когда тело начало душить Мио. Басара попытался вмешаться, но его остановил похожий демон, который прижал его к земле и попытался убить, прежде чем Зёст уничтожила обоих демонов своей темной магией. Это разбудило целую толпу похожих демонов, которые окружили их, и Зёст сказала, что им
им нужно уничтожить их всех сразу. Поэтому они использовали свои магические силы, чтобы сразиться с демонами. Ситуация внезапно изменилась, когда демоны начали использовать магию для защиты, но это не помешало Бессаре безумной Зёст расправиться с ними. Зёст увидела останки демонов и поняла, что Золджи бросил ее с самого начала, но в конце концов пробила дыру в земле, которая привела их к ядру. Сора заметила, что его защищают скользкие монстры, поэтому Мио и Зёст попытались их уничтожить, но вместо этого их отбросило в сторону, когда монстры начали атаковать. Они поняли, что им конец, когда чудовище показало свои кислотные способности, но Зёст решила, чтобы монстр сосредоточил свои атаки на ней, пока Басара прикончит его. Он пытался возразить, но она призналась, что демоны, с которыми они столкнулись, и гуманоидные демоны на верхнем этаже, были ее прототипами. Потому что она магическое существо, созданное Зальгией. Она продолжила, сказав, что Зальгия всегда была недовольна несовершенством в ее сердце, потому что она была создана как прототип для проверки ошибок, и сказала, что им не нужно беспокоиться о ней. Мио возразил, сказав, что у нее есть сердце, потому что она предложила им отношения, но Бессоа согласилась с ее планом, что меня шокировало. Зёст создала несколько магических кругов, которые атаковали монстров в Бессоа и уничтожили ядро монстра с помощью своего полного исчезновения. В ответ гигантский зверь выпустил огромный энергетический заряд, который разрушил ближайшую гору, и Такагава злорадствовал по поводу успеха своего друга, прежде чем вырубить Золью с помощью магического заклинания. Через некоторое время Зёст очнулась и вспомнила их последние мгновения в брюхе монстра, когда Басара отбивалась от атак слизистого монстра, прежде чем прыгнуть и уничтожить ядро своим последним приемом. Шелла спросила Зёст, не собирается ли она сбежать, раз больше не сопротивляется, и Зёст ответила, что теперь ее судьба в руках Визары, прежде чем поняла, что его с ними нет. Такагава жестоко пытал Золью, пока старые дураки не начали нести какую-то чушь о том, как он их победил, когда его магия восстановилась, и Такагава сказал, что он тянет время, потому что кто-то настаивал на том, чтобы посмотреть на казнь Зольи. Золья подумала, что это будет Зёст или Мария, которыми он мог бы манипулировать, но в итоге пришла Бессара и извинилась перед Ларсом за опоздание. Затем Такигава рассказал Золии о втором условии сделки, которое заключалось в том, что Бессара подтвердит смерть Золии в обмен на то, что Ларс поручится за него перед девушками. Золия пыталась манипулировать Бессарой, умоляя его как отчаявшаяся идиотка, но это не сработало. И тогда Ларс использовал какую-то темную магию, чтобы его лицо взорвалось, и он погиб. Бессара задумался, было ли это к лучшему, и заметил, что бинт, который Чесата наложила ему на палец, спал. Затем Бессара вернулся домой, где встретил Юки и Зёст. Юки сказала ему, что Мария и ее мама спят, а Мия еще не ложилась, и Зёст предложила прикончить ее, как и ее хозяина. Но Бессара сказал, что хочет, чтобы она нашла другой способ жить. Чес сказала, что это приказ Шиоби, и Юки спросила, что они будут делать, когда другие демонические силы придут за силой Мии. Но Бессара решил, что лучше сначала проверить Марию и Мию, а потом уже беспокоиться о других проблемах. Он проверил Марию, а потом встретил Мию, который дал немного чая, чтобы она уснула, и хотел уйти, но она его остановила. Он понял, что она все еще потрясена недавними событиями, и решил остаться и немного ее успокоить. Мия сказала, что скажет демонам фракции умеренных, чтобы они не причиняли вреда Зесту, когда придут за Марией, и Бессара извинился за то, что поставил ее в такое положение. Она сказала, что все в порядке, потому что они снова вместе, но Бессара вспомнил слова Такигавы о том, что Мия умрет, если кто-то еще будет делать с ней странные вещи. И спросил Мию, не сделал ли ей что-нибудь Золия. Мио подтвердил, что он не покупал Бессару, но все равно волновался, потому что у него дрожали руки, и в конце концов он потерял самообладание и начал делать всякие глупости, потому что она сказала, что не позволит никому ее у него отнять. Когда Мио дошел до предела, Бессара наконец пришел в себя и, извинившись, спрыгнул с нее. Мио улыбнулся, когда она сказала, что не принимает его извинения, и попросила поцеловать ее еще раз. Неожиданно в комнату вошла Юки и поцеловала Бессару, что шокировало Мио, но все стало еще более дико, когда появилась Зёст. Юки еще больше завела Бессару, из-за чего Мио начал ссориться с ней, а Мария, наблюдавшая за ними со стороны, почувствовала, что атмосфера не подходит для прощания. Она чувствовала, что все вокруг будут заботиться о Мио, когда она уйдет, но Бессара неожиданно затащил ее в комнату и попросил прекратить ссору между Мио и Юки.